Привет, народ! Мотосезон 2023 подошел к концу, а это значит, пора записать видеоролик, посвященный мотошлемам. И первый шлем Shoei GTR 2, который я купил год или уже, наверное, полтора назад. И Arai Chaser X купил в это же время. Что можно рассказать об этих шлемах? Эти два шлема я купил приблизительно в одно и то же время, и мне было очень интересно попробовать эти два японских премиальных бренда. У меня многие в комментариях спрашивали мое мнение по поводу этих шлемов. Хотели услышать рецензию и опыт эксплуатации. Начнем, пожалуй. Так, с какого шлема начнем? Я думаю, что начнем, наверное, с Arai. Что можно по нему сказать? Это шлем, наверное, больше городского типа. Он имеет небольшие габариты, он не супер легкий, но за счет маленьких габаритов он не ощущается каким-либо тяжелым. Так, что касаемо вентиляции у этого шлема. У этого шлема очень развитая вентиляция. То есть помимо, допустим, про какие-то другие шлема, если посмотрите, то есть, ну да, там сверху, вот там типичное вентиляционное отверстие, там сверху, снизу, подбородок, вот. Но отличительной чертой Arai является то, что у них есть особенный свой уникальный визор, в котором встроены вентиляционные такие каналы. Скажу по опыту, это очень крутая вещь. Шлем продувается в любую погоду очень классно. То есть вот в жару поедете, открываете все, и вот потоки воздуха просто они не дают лицу и голове потеть. Все продувается очень круто. Если влажная погода, то есть визор начинает потеть, открываете все каналы, да, на светофоре, конечно же, визор может запотевать. Но как только вы начинаете двигаться, все это продувается и запотевание уходит. Пинлок я ни на один шлем не надевал. Ну, я бы сказал, даже не устанавливал, правильнее будет сказать. Шлема, ну, как бы, решил проверять без пинлока. Так, по поводу вентиляции сказал. По поводу внутрянки. Внутрянка здесь, на первый взгляд, она такая довольно простенькая. Если сравнивать с другими шлемами, какими-нибудь, ну, допустим, даже вот Shoei GTR 2. Здесь, на первый взгляд, вроде бы простенькая, но она, да, действительно, может быть, смотрится она просто, но она ничуть не плохая, удобная, никаких аллергических реакций, довольно мягкая, все очень даже неплохо. Застежка здесь D-Ring, то есть, ну, неделю покатаетесь, кто-то считает, что это неудобно, но неделю покатаетесь, позастегиваете и уже, в принципе, можете забыть, что такое трещотка. Все очень удобно и гармонично. Так, внутряночку сказал, визор здесь установлен прозрачный, у меня также есть зеркальный визор. Визор зеркальный классный, то есть он вроде бы, то есть лицо ваше никто не увидит, но вот оптически от качества визора оптическое очень крутое. То есть я, наверное, могу это сравнить с какими-то, наверное, качественными солнцезащитными очками. То есть устанавливаете этот визор, все видно, то есть по эффекту, то есть от солнца он 100% защищает. Даже, в принципе, вечером и ночью в городе, где есть искусственное освещение, с этим визором кататься можно. Да, чуть-чуть там какой-то дискомфорт, да, чуть-чуть темнее, но видно все очень даже достойно. Так, по поводу гарнитуры. На этом шлеме у меня установлена гарнитура Cardo, по-моему, Pack Talk Black, как он так называется, по-моему, гарнитура. Устанавливается она не очень сложно, то есть, ну, вот такой вот набалдажничек сбоку, никакого дискомфорта не доставляет, все очень классно. Звук здесь, по-моему, стоят динамики, то есть есть серия Black и есть, по-моему, обычный Black, там чуть-чуть динамики, там чуть-чуть побольше. Ну, в принципе, не могу сравнить, у меня вот только Black из Cardo. Так, устанавливается, в принципе, несложно, устанавливается сам, у меня есть видео, тоже можете посмотреть, если кому интересно. Есть определенный нюанс, конечно, то есть эти динамики, они, когда и устанавливаются в посадочные гнезда, которые здесь уже есть в этом шлеме, там они начинают, может быть, немножко выпирают. И первое время, когда я их просто установил, одевал шлем, и эти динамики даже через поролоны
вот эти поролон, какую-то прокладку такую поролоновую, все равно царапали мне уши. То есть уши подгинались, и было крайне дискомфортно. Все это решается, то есть вынимаете внутряночку и чуть-чуть вот поролончик продавливаете поглубже, и чтобы динамики сели поглубже, и вопрос, в принципе, отпадает. Этот шлем, не могу сказать, что он прям тихий, но он достойный. Это вот в сравнении с этим шлемом, я потом расскажу свои ощущения, как он вполне себе прекрасен. Так, по поводу звука у этой гарнитуры. Звук достойный, не какой-то там классный, нормальный звук, да. Там поговорить по телефону, послушать какую-то музычку вполне хватает. Что касается приложения. Приложение устанавливается тоже легко, вопросов никаких нет. То есть зарядка, просто снимается вот эта гарнитура, несете домой, заряжаете и устанавливаете. Вот вкратце приблизительно я описал свои ощущения о этом шлеме. Второй шлем Shoei GT-R 2. Если сравнивать с Chaser X от Arai, он по габаритам больше. Я вот так вот их поставлю для сравнения. Я думаю, что на камере будет видно. Он больше, и из этого вытекает тот минус, который я испытал на себе. Он больше, и обзорность за счет его габаритов, она хуже. То есть здесь выпирает подбородок. То есть, грубо говоря, когда надеваешь шлем, то есть в Arai я наклоняю голову, и я, в принципе, вижу, что у меня тут у куртки, карманы, могу достать, посмотреть. В этом шлеме, если я наклоняю голову вниз, я уже не вижу куртки, карманы, которые здесь. То есть вот этот подбородок немножко, он обзор, конечно, убирает. С одной стороны, есть больше пространства для воздуха перед ртом. Вот, не знаю, насколько это нужно. То есть, допустим, в Arai, я когда его одеваю, он довольно компактный. Не знаю, как это влияет на безопасность, может быть, есть какие-то нюансы. Допустим, если я могу вытянуть губы вперед, то я касаюсь нижней части шлема изнутри, в Shoei такого нет, то есть там воздуха больше. Но почему-то этот шлем продувается, на мой взгляд, хуже. То есть здесь, конечно, там есть шторка такая, вроде бы он должен продуваться, но без установленного пинлока останавливаюсь на светофоре, потеет визор, начинаю разгоняться, и он, я бы сказал, он не быстро продувается. То есть вентиляция здесь похуже, чем Chaser X. Так, по поводу визора. Визор стандартный, конечно же, прозрачный. Есть, так как это шлем спортивно-туристический, конечно, есть плюс выдвигающихся очков. Я думаю, там в обзорах многие это показывали. В принципе, это довольно удобная вещь, если вы едете, допустим, очки, и все равно они помогают. Как бы там ни говорили, потеют, еще какие-то нюансы, но просто бывают такие моменты, когда ты едешь, в какой-то момент тебя начинает слепить солнце, конечно, быстро опустил очки, и чтобы почувствовать себя комфортно, сразу же, это же безопасность, это очень даже хорошо. По поводу вентиляции я уже сказал, что, наверное, может быть, он просто по сравнению с другими шлемами он продувается неплохо, но хуже, чем в любом случае, чем Arai. По поводу гарнитуры. Здесь этот шлем сразу подготовлен под определенную гарнитуру от Seny. По-моему, SRL2 она называется. Она устанавливается в специальные сделанные уже места в этом шлеме. То есть она никак не выпирает. Устанавливается сюда. Сам блок управления, аккумулятор здесь сзади. И там под проводку все канавки есть. Видео у меня тоже есть, можете посмотреть. Кому интересно, как это все делается. Устанавливал все сам, все довольно просто. По качеству звучания гарнитура это проигрывает карда, которая установлена в Arai. По управлению и удобству управления, на мой взгляд, тоже проигрывает. Во-первых, там ценовые категории немножко, то есть вот эта гарнитура в любом случае, она, конечно же, подороже, да, она выпирает. Это попроще, подешевле. На тот момент я покупал все это по скидкам. Управление, там всего 3 кнопки. Вот у карда очень крутая вещь, управление звуком. То есть здесь установлен там такой колесик, который ты просто крутишь. То есть ты можешь мгновенно понизить звук на минимум или наоборот увеличить. Здесь, чтобы это сделать,
Надо, конечно, на кнопки потыкать, но это неудобно. Честно говоря, это неудобно. Вот. Ну и качество динамиков здесь, конечно, хуже, чем у Карда и в шлеме Arai. Ну, и смотря для чего, опять же, использовать. Если просто поговорить по телефону, просто иметь мобильность и всегда быть на связи, то, в принципе, и та гарнитура, конечно, они справляются. Если послушать музычку какую-то в дороге, чтобы, ну, немножко разбавить и скуку в дороге, ну, конечно, Карда будет поинтереснее. Ну, опять же, то есть, смотря у кого какие цели. По телефону поговорить и та гарнитура позволит все это сделать. Шумоподавление и в том шлеме работает прекрасно. То есть, когда я еду на мотоцикле и разговариваю с кем-нибудь по телефону, все прекрасно слышно мне и моему собеседнику. Не всегда бывает понятно, вообще еду я на мотоцикле или просто разговариваю по телефону. То есть шумоподавление там работает прекрасно. И, наконец, мы добрались до самого важного момента. Что можно сказать по поводу шумоизоляции и акустического комфорта в этих шлемах? Shoei GT-R, он же считается как шлем спортивно-туристический. На мой взгляд, по идее, он должен быть тихий. Arai Chaser X больше городской шлем, но чем могу с вами поделиться. GT-R для меня, ну не знаю, может быть голова у меня какая-то не такая, может быть еще какие-то нюансы, но когда я его одеваю и на определенной скорости, ну не на определенной скорости, то есть скорость когда набирается, появляется такой момент, что какие-то воздушные потоки почему-то вот как будто по ушам бьют. То есть не сильно, не критично, к этому можно привыкнуть, но тем не менее, вот в Arai у меня такого нет. Также хочу заметить, в интернете ходит такая мысль, что тем, кому подходит Arai, не подходит Shoei, и кому подходит Shoei, не подходит Arai. Я на себе это попробовал, и я такого не почувствовал. Мне и Arai подошел, и Shoei подошел. Размер головы у меня 59 сантиметров. Мне подошел и это размер L, и у Arai, и Shoei размер L. Все подошло, что этот шлем, что тот. Во всех шлемах мне, в принципе, комфортно. В Shoei, может быть, немножко там щечки чуть-чуть посильнее поджимает, но это, в принципе, неплохо. Arai, ну, просто он там по габаритам поменьше, поэтому, наверное, щеки он как-то не так сильно мне сжимает. Может быть, просто я в нем катаюсь почаще, они немножко посильнее уселись. Так что по поводу что-то вам там садится или не садится, все надо мерить, пробовать. Вот у меня все садится. Не знаю почему, ну как-то вот так. Ну что, в принципе, по этим шлемам, что я хотел рассказать, я рассказал. Если будут какие-то вопросы, можете написать в комментариях. Если я что-то забыл или у вас есть какой-то тоже опыт, тоже можете добавить в комментариях. Вот такой мой личный опыт за год или полтора эксплуатации этих шлемов. И я для себя вынес, вот мне ближе Arai. Мне он прям вот прям зашел. И визор у них классный, если покупать альтернативный. Да, очков нет, но у них есть какие-то там визоры с какой-то накладкой сверху, которые там защищают от солнца, если надо быстро там поднять, опустить. Ну, мне вот зеркальный визор понравился, классно, через него все видно. Вот прям мне зашел шлем. Наверное, и гарнитура, кстати, Карда мне тоже зашла. Ну так что, до новых встреч, всем пока, подписывайтесь, лайк поставите, буду вам безмерно благодарен. Всем пока, все.